Эль-Пасо. Город, ставший символом миграционного кризиса в США. Здесь ежедневно происходят сцены, напоминающие кадры из постапокалиптических фильмов. Сотни людей переходят реку Рио-Гранде, выстраиваются в огромные очереди у пограничных пунктов и ночуют на улицах, надеясь получить шанс на новую жизнь. Поток нелегальных мигрантов вырос настолько, что власти не справляются с обработкой заявлений. Иммиграционные центры переполнены, гуманитарные организации перегружены, а местные жители боятся выходить на улицу ночью. Ощущение нестабильности нарастает с каждым днем. На улицах Эль-Пасо можно встретить людей из самых разных уголков Латинской Америки: Гватемалы, Венесуэлы, Кубы, Гондураса. Некоторые потратили все свои сбережения, чтобы добраться до США, другие взяли в долг у опасных людей, а кто-то просто сбежал от войны, насилия и бедности. Один из самых шокирующих моментов — это сотни детей без родителей, которых либо потеряли по пути, либо отправили вперед в надежде, что они получат убежище быстрее. В результате переполненные приюты, бездомные семьи и тысячи судеб, зависших в неопределенности. Почему именно Эль-Пасо стал центром этого хаоса? Дело в его географическом расположении. Здесь проходит один из самых оживленных переходов на границе США и Мексики. Это место давно известно как одна из главных точек проникновения мигрантов, контрабандистов и картелей. Но если кажется, что это просто огромная толпа людей, переходящих границу, то нужно взглянуть глубже. Здесь действует целая преступная система, зарабатывающая миллиарды на чужой мечте. Но кто именно наживается на этом кризисе? Теневой бизнес на границе. Пока тысячи мигрантов пытаются пересечь границу, в тени работают люди, для которых миграция не трагедия, а бизнес. Контрабандисты, известные как койоты, управляют многомиллиардной индустрией, предлагая свои услуги тем, кто готов платить любые деньги за шанс попасть в США. Цены варьируются. За сопровождение через границу пешком могут попросить несколько тысяч долларов. Но если человек хочет пересечь границу в грузовике, самолетом или через тоннели, сумма вырастает до десятков тысяч. Некоторые мигранты продают все, что у них есть, залезают в долги или даже передают своих детей контрабандистам, надеясь, что те помогут им добраться до родственников в Америке. Но койоты не добрые проводники, а жестокие бизнесмены. Многие мигранты просто исчезают по пути и становятся жертвами торговли людьми или погибают в безжалостных условиях пустыни. Контрабандисты не заботятся о тех, кого перевозят. Людей бросают в глухих местах без еды и воды, запирают в контейнерах или переправляют на лодках, которые тонут в бурных водах Рио-Гранде. Помимо койотов, в этом бизнесе задействованы и другие игроки – мексиканские картели. Без их ведома ни один мигрант не пройдет через контролируемую территорию. Они берут свою долю, а если кто-то не заплатит, его просто ликвидируют. Граница США — это не просто рубеж между странами. Это поле битвы, где сталкиваются интересы мигрантов, преступников и американских властей. А что же делают власти США, чтобы справиться с этим хаосом? Власти США. Американские власти давно не могут выработать единую стратегию в вопросе миграции. С одной стороны, жесткие законы, заборы и депортации, с другой — попытки смягчить политику, предоставляя убежище нуждающимся. В результате получается странная смесь мер, которая не устраивает ни сторонников жесткого контроля, ни защитников прав мигрантов. Один президент ужесточает политику, строит стены и отправляет войска на границу. Другой ослабляет давление, открывает программы убежища и позволяет тысячам мигрантов оставаться в США в ожидании суда. Но пока власти спорят, на границе творится настоящий хаос. Одно из самых противоречивых решений — это программа «Оставаться в Мексике», согласно которой мигранты, ожидающие рассмотрения их дел, вынуждены находиться в лагерях на территории Мексики. Там царят антисанитария, насилие и постоянные нападения преступников. Но есть и другая сторона медали. Многие американцы считают, что открытые границы угрожают безопасности страны, приводят к росту преступности и нагрузки на экономику. В итоге правительство постоянно балансирует между гуманностью и необходимостью защищать свои рубежи. Пока политики не могут прийти к согласию, тысячи людей продолжают рисковать своей жизнью, чтобы пересечь границу. А что их ждет впереди? Цена мечты. Для многих мигрантов путь в США – это путешествие, которое начинается с надежды, а заканчивается трагедией. Пересечение границы — смертельно опасное испытание, которое требует нечеловеческой выносливости. Главная преграда — пустыня Сонора, одна из самых засушливых и беспощадных мест на планете. Температура здесь поднимается выше 100 градусов, и у многих просто не хватает воды, чтобы выжить. Многие мигранты теряются, получают тепловые удары и умирают в одиночестве, не дойдя даже до границы. Но даже если удается избежать гибели в пустыне, впереди их ждут реки с сильным течением, высокие заборы с колючей проволокой, дикие животные и постоянные патрули пограничников. Некоторые пробуют пересечь границу в грузовиках. Их загружают в фургоны, где температура поднимается до смертельных отметок. Без вентиляции и воды люди погибают от удушья. Такие случаи происходят регулярно, но поток мигрантов не уменьшается.
Страх голода и насилия в родных странах оказывается сильнее страха смерти. И все же, даже если мигранты пережили пустыню и патрули, на их пути встает еще одна страшная сила — американская пограничная служба. Стражи или палачи? Пограничный патруль США – это первая линия защиты страны от нелегальной миграции. Их задача — предотвратить проникновение мигрантов, выявлять контрабандистов и защищать границу от криминала. Однако за громкими словами о национальной безопасности скрывается сложная и неоднозначная реальность. Сегодня на страже американской границы находится более 20 тысяч агентов, оснащенных новейшими технологиями. Дроны, камеры ночного видения, датчики движения и тепловизоры позволяют патрулю засекать мигрантов еще на подступах к границе. Офицеры передвигаются на квадроциклах, вертолетах и даже лошадях, вылавливая нарушителей в пустыне и вдоль берегов Рио-Гранде. Но работа пограничников — это не просто слежка и задержание. Каждый день они сталкиваются с ситуациями, которые могут закончиться трагедией. Среди мигрантов — женщины с детьми, пожилые люди, истощенные мужчины, которые пересекли сотни миль пешком. Иногда патрульные оказывают им первую помощь, раздают воду и вызывают медиков. В других случаях задерживают, сажают в клетки для депортации или даже применяют силу. Проблема в том, что среди самих пограничников есть радикально настроенные офицеры, которые считают свою работу не защитой, а настоящей войной против вторжения. В сети появлялись видео, где агенты избивают задержанных, скидывают их обратно в реку, а в некоторых случаях даже открывают огонь. Официальные отчеты подтверждают десятки случаев жестокого обращения, но в большинстве случаев патрульные остаются безнаказанными. Еще одна жестокая практика — это отлов и высадка. Пойманных мигрантов без документов могут вывести в самую глухую часть пустыни и оставить там, зная, что у них нет шансов выжить. Это негласная тактика устрашения, но никто о ней официально не говорит. Однако, не только пограничники создают угрозу для мигрантов. Есть силы куда более жестокие, которые используют этих людей как товар. Картели Мексики. Мексиканские наркокартели давно превратились в нечто большее, чем просто преступные группировки. Сегодня это транснациональные корпорации, контролирующие не только наркотрафик, но и целые города, правительства и, конечно же, границу США. Когда речь заходит о нелегальной миграции, картели — это главные бенефициары процесса. Ни один мигрант не проходит через территорию, контролируемую преступными группировками, без разрешения. Это означает, что за каждый переход границы платится налог, либо деньгами, либо жизнью. Если у человека нет средств, картель может предложить сделку. Работать на них в качестве наркокурьера, перевозить оружие или даже стать частью их сети торговли людьми. Чаще всего мигранты соглашаются, не понимая, что теперь они принадлежат картелю. Женщин отправляют в сексуальное рабство, мужчин на плантации или фабрики, а детей продают в криминальные схемы. Те, кто отказываются, исчезают. Их тела находят в массовых захоронениях, брошенными в пустыне, или вовсе не находят никогда. Но помимо открытого насилия, картели используют и более тонкие методы. Они внедряют своих людей в потоки мигрантов, чтобы следить за ситуацией, контролировать маршруты и даже давать ложную информацию, заманивая людей в ловушки. Один из самых жестоких примеров — организация ложных спасительных маршрутов, где мигрантов убеждают, что впереди их ждет помощь. Но на деле бандиты, вымогающие выкуп у их семей. С каждым годом влияние картелей на миграцию только растет. Полиция и армия Мексики либо бессильны, либо коррумпированы. А тем, кто уже попал в эту смертельную систему, остается лишь пытаться выжить и найти путь вперед. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Исповеди мигрантов. Каждый человек, пересекающий границу, несет в себе целый мир историй, полных боли, страха и надежды. Они не просто бегут за американской мечтой, часто их гонят ужасы, от которых невозможно скрыться иначе. Одни мигранты спасаются от наркокартелей, которые убили их родственников или требуют непомерные суммы за защиту. Другие бегут от разорванной войной экономики, где работа оплачивается копейками, а жизнь не стоит ничего. Третьи просто хотят дать своим детям шанс вырасти в безопасности, вдали от улиц, где каждый день льется кровь. Мигранты из Центральной Америки рассказывают, как они идут сотни миль пешком, пересекая опасные территории, где их могут ограбить, изнасиловать или убить. Некоторые теряют близких по дороге. Кто-то умирает от жары в пустыне, кто-то тонет в реке, а кто-то просто исчезает, став жертвой криминальных группировок.
Особенно страшно то, что даже достигнув США, многие оказываются в неволе. Одних эксплуатируют на нелегальных работах за гроши, других отправляют в депортационные лагеря, где условия хуже, чем в тюрьмах. А если мигранту повезло и он перешел границу, это еще не значит, что он в безопасности. Без документов, без жилья и без защиты он становится легкой добычей для мошенников, работодателей, эксплуататоров и даже полиции. Но худшее ждет тех, кого во время пути похищают преступники. Их семьи вынуждены платить баснословные суммы за освобождение, а если денег нет, человек исчезает навсегда. Похищение и выкупы. Для преступных группировок мигранты — это не просто люди, а источник огромной наживы. Картели, банды и даже коррумпированные полицейские выстроили на этом целую индустрию. Похищение людей стало обычным делом, а суммы выкупа иногда доходят до десятков тысяч долларов. Методы жестоки. Похищенных избивают, запирают в грязных бараках и угрожают убить, если их семьи не заплатят. Женщин и детей используют для торговли людьми, а мужчин заставляют работать на картели, угрожая убить их родственников, если они откажутся. Иногда мигрантов похищают прямо у границы. Переодетые под пограничников бандиты останавливают группы людей, обещая им безопасность, а затем увозят в неизвестном направлении. И даже если удается сбежать, большинство просто боится сообщать в полицию, ведь никто не даст им защиты. Некоторые группы мигрантов, осознавая эту угрозу, стараются идти вместе, большими колоннами, надеясь, что так они смогут защититься. Но против организованной преступности у них нет шансов. Единственный способ спастись — это избежать похищения, а для этого нужно пересечь границу как можно быстрее. Дети на границе. Один из самых страшных аспектов миграционного кризиса — это судьба детей. Каждый год десятки тысяч несовершеннолетних пересекают границу США без родителей. Кто-то теряет семью по дороге, кого-то отправляют вперед в надежде, что их быстрее пустят в страну, а кого-то похищают прямо во время перехода. В результате тысячи детей оказываются в центрах содержания, где они живут в переполненных палатках или клетках, ожидая решения своей судьбы. Эти кадры облетели весь мир. Маленькие мальчики и девочки, сидящие на холодном полу, закутанные в термические одеяла, с заплаканными глазами, не понимающие, что с ними будет дальше. Но даже те, кто пересекают границу с родителями, не всегда остаются с ними. Американские власти неоднократно применяли политику разлучения семей. Родителей депортируют, а детей оставляют в специальных центрах. Многие так и не находят друг друга снова. Судьба этих детей – одна из самых спорных тем в американской политике. Одни считают, что их нужно защищать и давать им шанс на лучшую жизнь, другие, что они являются частью проблемы нелегальной миграции и должны быть отправлены обратно. Но вне зависимости от политических взглядов, факт остается фактом. Граница США превратилась в место, где детские судьбы ломаются каждый день. Гуманитарный кризис. Граница США и Мексики давно стала не только местом миграции, но и эпицентром гуманитарного кризиса, масштабы которого с каждым годом только растут. Сотни тысяч мигрантов, застрявших на границе, живут в ужасающих условиях, без еды, воды и медицинской помощи. Ютятся в самодельных палатках или переполненных лагерях, в которых антисанитария и болезни убивают быстрее, чем пустынная жара или жестокие картели. На этом фоне действуют сотни гуманитарных организаций, волонтерских групп и религиозных общин, которые пытаются хоть как-то помочь беженцам. Вдоль границы работают приюты, где раздают еду и медикаменты, оказывают первую помощь и дают временное убежище. В некоторых городах США открываются специальные пункты приема мигрантов, где им предоставляют базовые условия для жизни, пока они ждут рассмотрения своих заявлений на убежище. Одна из самых опасных и трудных миссий — это поиск и спасение мигрантов в пустыне Сонора и вдоль реки Рио-Гранде. Каждый год тысячи людей умирают, не дойдя до границы, и добровольцы, вооруженные лишь бутылками с водой и медицинскими наборами, прочесывают местность в надежде найти выживших. Они оставляют запас воды в стратегических точках, делают отметки на картах, сообщают властям о найденных телах, но этого недостаточно. Смертей становится все больше. Но не все относятся к гуманитарной помощи положительно. Некоторые американские политики и даже правоохранительные органы считают, что поддержка мигрантов лишь поощряет нелегальную миграцию. Волонтеров арестовывают за содействие незаконному проникновению. Центры помощи закрывают под давлением местных властей, а людей, раздающих воду в пустыне, обвиняют в нарушении закона. Еще хуже обстоят дела на мексиканской стороне границы. Там лагеря мигрантов регулярно подвергаются нападениям преступных группировок, которые похищают людей для выкупа, вербуют их в свои ряды или просто убивают, чтобы навести страх. В этих лагерях нет медицинской помощи, дети умирают от голода, а женщины подвергаются насилию. Несмотря на все это, борьба продолжается. Каждый день новые волонтеры, адвокаты, врачи и простые неравнодушные люди приходят на помощь тем, кто застрял на этом рубеже между жизнью и смертью. Но смогут ли они изменить ситуацию, когда сама система ломает судьбы людей, превращая их в пешек в большой политической игре?
Солдаты на границе. В ответ на бесконечный поток мигрантов власти штата Техас начали радикальные меры. Если раньше контроль границы был задачей федеральных агентств, то теперь Техас действует самостоятельно. На границе появились вооруженные солдаты, бронетехника и даже импровизированные укрепления. Губернатор Техаса объявил чрезвычайное положение и начал развертывать национальную гвардию. Тысячи военнослужащих патрулируют границу, устанавливают заграждения из колючей проволоки и создают лагеря для задержанных мигрантов. В некоторых районах были вырыты траншеи и поставлены дополнительные блокпосты. Это уже не просто патрулирование, это полноценная военная операция внутри страны. Одно из самых противоречивых решений – строительство самодельных барьеров на реке Рио-Гранде. Огромные буйки с шипами, сетки и даже подводные заграждения установлены, чтобы не дать мигрантам пересечь границу вплавь. Эти сооружения уже привели к смертям, люди застревают, запутываются в сетях и тонут. Жесткие меры Техаса вызвали резонанс по всей стране. Одни считают, что штат просто защищает себя от миграционного кризиса, другие, что это нарушение прав человека. Напряженность между федеральными властями и Техасом растет. Вашингтон требует убрать военные заграждения, а власти штата отказываются подчиняться. В результате граница превращается в зону военного противостояния, где столкновения происходят не только между мигрантами и патрульными, но и между разными уровнями власти США. Однако даже самое жесткое усиление границы не решает главной проблемы. Огромное количество людей продолжает пытаться проникнуть в страну, надеясь на спасение. Но есть ли у них шанс остаться в США легально? Вопрос, который мучает каждого мигранта, пытающегося пересечь этот смертельный рубеж. Шанс или иллюзия? Мигранты, пересекающие границу, надеются на убежище, официальную возможность остаться в США на законных основаниях. Но реальность гораздо сложнее. Процесс получения убежища в Америке – это бюрократический лабиринт, в котором тонут тысячи людей. По закону, любой человек, находящийся на территории США, может подать прошение о защите, если у него есть обоснованные причины – преследование на родине, угроза жизни, насилие или террор. Но на практике это не так просто. Прежде всего, мигрант должен сдаться властям и официально зарегистрироваться. Затем начинается долгий процесс проверки – интервью, сбор документов, слушание в суде. И пока идет разбирательство, человек может годами находиться в подвешенном состоянии, без гражданства, без документов, без работы. Еще хуже обстоят дела с теми, кто не смог доказать свою историю. Судьи могут отказать в убежище, если посчитают, что доказательств недостаточно, и тогда мигранта депортируют. Некоторые мигранты получают возможность остаться, но с ограниченными правами они не могут работать, не имеют доступа к соцзащите и живут в страхе быть выдворенными в любой момент. Особенно сложная ситуация у детей, которые пересекают границу в одиночку. В теории их должны защищать, но на деле многие из них оказываются в юридическом вакууме, без опекунов, без защиты, без понятия, что делать дальше. Правозащитники уже давно критикуют систему предоставления убежища в США, но изменений почти нет. Мигранты продолжают надеяться, что им дадут шанс на новую жизнь, но реальность показывает, для большинства это всего лишь иллюзия. А что ждет тех, кому отказали в убежище? Их возвращают обратно в ту самую опасную среду, откуда они бежали. Что ждет изгнанных? Для большинства мигрантов депортация – это страшный приговор. Они рисковали всем, прошли через пустыню, пережили насилие и смерть рядом, но в итоге оказались на борту самолета, который везет их обратно в страну, откуда они бежали. Американские власти депортируют десятки тысяч людей каждый год. Самолетами, автобусами, в кандалах и без единого шанса на повторную попытку. Иногда их просто выбрасывают на границу без денег, документов и связи с семьей. Многие оказываются в городах, где преступные группировки охотятся на депортированных, зная, что у них нет защиты. Еще хуже ситуация у тех, кто задолжал картелям или койотам за переход границы. Их возвращение становится смертным приговором. Если они не могут заплатить, их просто убивают. Некоторые даже не успевают выйти за пределы аэропорта, как попадают в руки бандитов. Есть и те, кто не сдается. Депортированные мигранты часто делают вторую, третью, четвертую попытку пересечь границу, каждый раз рискуя жизнью. Некоторые проходят через ад пустыни снова и снова, пока у них не заканчиваются силы. Американская система депортации не просто отправляет людей обратно, она загоняет их в круг безысходности, где шансов выбраться почти нет. Единственный выход для многих – искать новые пути проникновения или оставаться в тени, надеясь, что однажды им удастся начать новую жизнь. Но почему они вообще идут на такие жертвы? Что заставляет их снова и снова рисковать жизнью ради шанса попасть в США? Что движет людьми? Корень миграционного кризиса – это не просто жажда лучшей жизни. Это экономика, разница в уровне доходов и полное отсутствие перспектив на родине. Большинство мигрантов – это люди из беднейших стран Латинской Америки.
В их родных городах нет работы, зарплаты составляют копейки, а инфляция уничтожает любые накопления. В некоторых странах даже базовые продукты стоят дороже, чем средняя зарплата, а медицинская помощь и образование – роскошь. На этом фоне США кажутся землей обетованной. Зарплата в Америке даже на самых низкооплачиваемых работах в десятки раз выше, чем в странах мигрантов. Рабочие на стройках, уборщики, водители, официанты – все они могут зарабатывать больше, чем профессиональные специалисты у себя на родине. Но не только бедность толкает людей на миграцию. Многие бегут от коррупции, насилия, картелей и полного беззакония. В их странах полиция работает на бандитов, суды продают решения, а жизнь человека не стоит ничего. Экономика, преступность и коррупция – три главные силы, толкающие людей в смертельное путешествие. Но можно ли решить миграционный кризис, если он питается самой системой, на которой построен этот мир? Граница надежды и отчаяния, есть ли выход? Граница между США и Мексикой давно перестала быть просто разделительной линией между двумя странами. Это место, где миллионы людей сталкиваются с жестокой реальностью, где судьбы ломаются, а мечты о лучшей жизни разбиваются о беспощадную систему. Каждый год тысячи мигрантов пытаются пересечь границу, надеясь на спасение. И каждый год многие из них исчезают, погибают или оказываются в ловушке бюрократического ада. Вопрос миграции – один из самых сложных и противоречивых в мировой политике. Одни считают, что границы должны быть открыты, чтобы дать людям шанс на безопасную жизнь. Другие уверены, что поток мигрантов угрожает экономике и безопасности США. Между этими позициями лежит реальность. Миллионы людей, которые готовы пойти на все ради выживания, даже если это означает риск смерти. Но можно ли найти компромисс? Можно ли остановить нелегальную миграцию, не превращая границу в военную зону? Или наоборот, можно ли помочь людям, не подвергая страну риску дестабилизации?